Благодаря жертве главы Яоданя и всех членов клана Яо, Сяо Янь и его группа сумели сбежать. Немалую роль в этом сыграл и сам Сяо Янь, а точнее его лотос 8 цветов. Он сумел ранить Хуньяня, пика 7 звезд святого. Итак, в нескольких сотнях километров от царства Яо пространственная трещина распахнулась. Сяо Янь, Яо Лао, старик Шэньнун и молодежь клана Яо вышли с очень тяжелым видом. Яо Тянь и Яо Лин поблагодарили за спасение. «Что нам делать дальше?» – вздохнув, спросил Яо Лао. Сяо Янь не стал медлить. Клан Хунь слишком жесток. Они убили многих глав и старейшин других фракций центральных равнин. Если новости об этом распространятся, клан Хунь безусловно станет всеобщим врагом. Тем не менее, с точки зрения клана Хунь, эти фракции не сильнее муравьев, и им будет трудно привлечь их внимание. Мы должны как можно быстрее отправиться в клан Гу. В настоящее время единственным, кто может сражаться с кланом Хунь, является клан Гу. Они точно не будут сидеть сложа руки и смотреть на произошедшее. В то время, только объединившись с кланом Янь и Лэй, можно будет сдержать клан Хунь. В противном случае другим древним кланам также будет трудно избежать подобного великого бедствия. Это было верно. С этого нападения на клан Яо все злодеяния клана Хунь станут известны континенту. Им больше не придется скрывать свою силу. Единственный, кто мог их хоть как-то сдержать, был клан Гу. Сяо Янь начал беспокоиться. Клан Хунь был способен с легкостью искоренить весь клан Яо. И даже кланы Янь и Лэй, скорее всего, встретят подобную судьбу. Что уж говорить об Альянсе Небесного Дворца, которого ожидает еще более печальный исход. В сравнении с древними кланами, основы Альянса не были такими крепкими. Клан Хунь ни за что не оставит Альянс Небесного Дворца в покое, и Сяо Янь ни чуточки в этом не сомневался. Поэтому он пытался придумать способ разрешить проблему. В ином случае судьбу его Альянса ожидает картина сегодняшнего дня. «Учитель, вы должны немедля вернуться в штаб-квартиру Альянса и огласить распоряжение. Вы должны поднять защиту до максимума и тайно переместить тех, кого нужно. Напомните всем быть осторожными». Яо Лао кивнул. Сопровождение Сяо Яня с его-то силой не принесет много пользы и будет лишь грузом. Старик Шэньнун мгновение колебался, но сказал Яо Лао: «Отныне центральные равнины небезопасны, поэтому я сопровожу тебя до Альянса Небесного Дворца». До меня доходили слухи, что предок башни Пилюль также пребывает в том месте. Я столько лет не видел его и очень хочу встретиться. Клан Хунь охотился и на него. Если Шэньнун продолжит действовать в одиночку, и клан Хунь засечет его след, то его дальнейшая судьба будет весьма печальной. Как только Сяо Янь услышал его слова, то сразу же обрадовался. Помимо силы Святого Шести Звезд, старик Шэньнун являлся также и опытным алхимиком, которому лишь несколько экспертов были ровней. Он значительно повлияет на силу Альянса, поэтому Сяо Янь был безмерно счастлив подобному исходу. А что насчет молодежи клана Яо? Сяо Янь велел: «Яо Тянь, возьми сестру Яо Лин и отправься со мной в клан Гу. Вы оба поможете разъяснить мне дела клана Яо, дабы старейшины клана Гу поверили в произошедшее, а остальные должны остаться в Альянсе Небесного Дворца. Что скажете?» Яо Тянь и Яо Лин кивнули, обменявшись взглядами. «Мы послушаемся господина Сяо Янь». Пускай Сяо Янь и был молодым, но старейшины клана Яо прекрасно осознавали его потенциал. Мало того, сам глава Яо Дань доверил Сяо Яню своих людей. «В таком случае мы отправляемся», – мягко вздохнул Сяо Янь. За этот короткий промежуток времени его внутренние повреждения уже практически восстановились. Не успел он договорить, как выражение лица мгновенно сменилось. Недалеко от горы он увидел фигуру, на плечах которой лежал темный призрачный меч. Его свирепые красные глаза олицетворяли кровавое море. Эх, меня раскрыли. Жестокость всплыла на улыбающемся лице фигуры, как только тот заметил взгляд Сяо Яня. Вокруг испустилась ужасная аура. Кто-то из клана Хунь. Сяо Янь пристально смотрел на фигуру. Яо Лао и другие оглянулись. И их все-таки нашел клан Хунь. Произошло то, чего Сяо Янь боялся больше всего. Пусть они прорвали барьер царства Яо, но снаружи имелись могучие эксперты клана Хунь, которые могли перехватить их. Это был Хунь Ша, один из 4 демонов Хунь. Его сила была такой же, как у Хунь Цзина и Хунь Яня.
Святой пика 7 звезд. Старик Шэньнун был хорошо знаком с этими людьми из клана Хунь. Он ощутил чудовищную злую ауру. Он тихо вздохнул. Клан Хунь действительно отправил всех своих экспертов уничтожить клан Яо. Хунь-Ша проговорил. Неожиданно, что кто-то сумел разорвать пространственную печать, пожирающего пустоту пламени. Фигура вдалеке ступила по пустому воздуху. В мгновение ока он появился в небе прямо над группой Сяо Янь. Он посмотрел вниз на Сяо Яня и сосредоточил свои глаза на нем. Его губы невольно разошлись в улыбке, скрывая злой умысел. «Ты Сяо Янь, верно? Я слышал, что Хунь Янь оказался в жалком состоянии после твоей с ним битвы. Члены клана Сяо действительно необыкновенны. К счастью, мой клан Хунь решительно уничтожил клан Сяо. В противном случае этот мир столкнулся бы с совершенно иной ситуацией». Сяо Янь, не отрывая взгляда, смотрел на этого человека, чьи глаза наполнялись равнодушной злой аурой. «Что мы должны делать?» – тихим голосом спросил Яо Лао. Сумев сбежать с одной ловушки, они угодили в другую. Этот эксперт из клана Хунь явно не был обычным человеком. Никто из присутствующих не мог с ним сравниться, если бы им пришлось сражаться. Восьмицветный пламенный лотос Сяо Яня может и был ужасающим, но он не мог постоянно его применять. Кроме того, после прошлого раза стало понятно, что даже этот восьмицветный лотос не мог мгновенно убить эксперта подобного уровня. Сяо Янь медленно вздохнул. «Учитель, вам стоит уходить. Я задержу его на некоторое время». «Что?» Выражение Яла мгновенно изменило. Как Сяо Янь мог справиться с этим человеком? «Расслабьтесь, у меня есть план. Вы все должны поторопиться и уйти. После этого спрячьте свои ауры. Через некоторое время я поспешу в клан Гу», — сказал Сяо Янь. Он тут же сжал руку. В ней появилась нефритовая бутылка. Внутри плавала целебная пилюля. Шокирующая энергия выглядела внутри бутылки словно кристаллическая, и из нее распространялся необычайный аромат. Да, это та самая мистическая пилюля 9-го ранга. Та пилюля, которую Сяо Янь создал на церемонии Яо. Яо Лао вздохнул с облегчением, увидев эту целебную пилюлю. Однако в его взгляде еще содержалось некоторое беспокойство. Энергия внутри мистической пилюли 9-го ранга была очень страшной. Если человек употребит ее, то ему потребуется дюжина других пилюль, которые помогут справиться с этой энергией внутри. Поэтому даже силой Сяо Яня он не смел так просто глотать ее. Более того, ему определенно придется бороться с Хунь-Ша после проглатывания пилюли. Это означало, что у него попросту не оставалось времени на очищение всей содержавшейся внутри энергии. В противном случае его тело могло пострадать от серьезного повреждения. Хотя Яла обеспокоился, он также понимал нынешнюю ситуацию. Другого выбора не было. У них будет шанс выжить, если они сбегут. Однако если они останутся, они не только будут отвлекать Сяо Яня, но и попросту будут убиты Хунь-Ша. Яла наконец воткнул нефритовый значок в руку Сяо Яня после мгновения колебаний. «Ты должен быть осторожным. Разрушь этот нефрит, если тебе удастся сбежать. Я смогу это почувствовать». После чего с низким криком Яо Лао первым устремился прочь. Старик Шэньнун позади колебался на мгновение, схватил молодежь из клана Яо и быстро последовал за ним. Хунь-Ша нахмурился, увидев, что Яо Лао и остальные на самом деле убегают. «Куда это вы направляетесь?» Кровавый призрачный клинок в его руке качнулся вниз. Кровавое лезвие засверкало, выстрелило в небо и резко устремилось в группу Яо Лао. Тем не менее, оказавшись на расстоянии нескольких метров от Яо Лао, перед лезвием возникла черная фигура. Обе руки фигуры скрестились и приняли на себя это кровавое лезвие. Взрыв! Хотя фигура и приняла свечение кровавого лезвия на себя, пугающая сила все равно толкнула его в сторону горного хребта. Целая гора сотряслась и рухнула. Огромные скалы разломились и раздался громкий грохот. Скорость группы Яла снова взлетела, как только Сяо Янь заблокировал атаку Хунь-Ша. За несколько мгновений они выскочили из горы и быстро скрылись за горизонтом. Бесполезные люди. Хорошо, что они сбежали. Сперва я захвачу тебя. Брови Хунь-Ша приподнялись, когда он понял, что группа Яолао сбежала. Тем не менее, он не потрудился догонять их. Он повернул голову, и его глаза внезапно остановились на мистической пилюле 9-го ранга в руке Сяо Янь. Жадный блеск вспыхнул в его глазах. «Сяо Янь,
Передай мне эту пилюлю и гарантирую тебе легкую смерть, иначе я добуду твою душу и буду жечь ее сотни лет. Не думаю, что ты хочешь страдать от судьбы хуже смерти. Сяо Янь просто холодно улыбнулся на слова Хуньша. Он сжал руку, и нефритовая бутылка разлетелась на части. Целебная пилюля внутри нее сразу превратилась в луч света и оказалась во рту Сяо Янь. Вот так события! Клан Хунь невероятно коварный. Даже здесь они хотят убить Сяо Яня. А пока мы ждем, когда серии «Расколотая битва и Синева небес» выйдут после перерыва 6 сентября. Надеюсь, эти видео будут интересны. Ставьте лайк и пишите комментарий. Спасибо за просмотр и всем пока!